После того, как в предыдущей фазе за прохождение дивизионов в eFootball нам раздавали центрбэка Брайтона, Данка, который, ну, давайте будем честны, далеко не всем нужен. Даже тем же фри-то-плейным составом он, скорее всего, не уперся. После него нам наконец-то раздают более значимого и более известного игрока. Игрока, конечно же, мадридского Реала, Дани Карвахаля. И учитывая, что игрок интересен куда более широкому кругу пользователей, очевидно, снова встает вопрос, а как же эту шоутаймовскую карточку забрать? И сколько бы людей в комментариях не говорило: ты опять льешь воду, зачем это рассказывать, все и так все понимают, что нужно сделать. И в то же время другие подписчики и другие зрители продолжают задаваться вопросами: а что мне нужно сделать, а как мне его забрать, а в какой дивизион мне нужно попасть. И поэтому, чтобы ответить на все эти вопросы и не только, давайте постараемся разобраться в рамках сегодняшнего ролика. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Также используйте мой промокод из закрепленного комментария, чтобы комиссия на пополнение упала с 9 до 5%. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. На самом деле удивительно, что этот вопрос до сих пор фигурирует, учитывая, что на протяжении уже где-то около 4 месяцев в игре действует одна и та же механика, фаза проходит, мы занимаем определенное место в дивизионах, получаем шоутаймовского игрока. Но да, если кто-то до сих пор не понимает, как именно можно забрать шоутаймовского игрока, то это можно сделать за прохождение дивизионов. И самое главное, что вам стоит уяснить, вам не нужно попасть в какой-то конкретный дивизион, вам необходимо занять определенное место в этих дивизионах. На ПК, чтобы забрать шоутаймовского игрока по итогу окончания фазы, вам нужно попасть в топ-1000. Тогда как на мобильных устройствах это топ-1 игроков. И в зависимости от момента, когда именно вы проходите дивизионы, играете матчи, занимаете места, и будет зависеть, в каком дивизионе вы по итогу окажетесь, когда доберетесь до топ-1 и до топ-100 тысяч. Если вы это делаете в начале или где-то в середине фазы, то, скорее всего, вам будет достаточно 2 дивизиона. Ну, на крайний случай придется выйти в 1. А возможно, кому-то будет достаточно и 3 дивизиона. Опять же, это все зависит от вашей серии матчей, насколько много будет у вас побед и когда именно вы решили играть, проходить дивизионы, потому что, очевидно, если вы будете это делать в конце фазы, то большинство мест уже занято, и вам банально придется продираться через кучу таких же желающих игроков. Несмотря на то, что в соперниках вам, наверное, будут попадаться такие же желающие, как и вы, из 3, 2 или, возможно, 4 дивизиона, тогда как на старте попадаются именно 1 дивизионщики. Но я бы вам порекомендовал бы начать играть уже прямо сейчас, несмотря на обилие 1 дивизионщиков, киберспортсменов, которые пытаются вернуться в свой привычный дивизион. Поэтому еще раз и навсегда, чтобы забрать шоутаймовского Дани Карвахаля, вам необходимо попасть в топ-100 тысяч игроков на ПК или консолях и в топ-1 игроков на мобильных устройствах. Какого-то фиксированного дивизиона в этих местах не имеется. Это может быть и 1 див, и 2 див, и 3 див, опять же в зависимости от того, когда именно вы будете пытаться попасть в этот самый топ. Что же касаемо Дани Карвахаля, как я и отмечал в отдельном ролике с обзором оперативного обновления, Дани Карвахаль и вправду является одним из самых низкорейтинговых шоутаймовских игроков, которых нам раздавали за это непродолжительное время. Тогда как у Абамеянга и Иска рейтинги были 102 пункта, у Данка это был 101 пункт, у Дани Карвахаля это только 100 пунктов. Возможно, при сыгранности с определенными менеджерами и определенном бусте у него будет 101 пункт, но при большинстве других бустов, при большинстве
большинстве других менеджеров у него фиксировано 100 пунктов. Он представлен как фланговый атакующий защитник, который к своим 33 годам располагает хорошей скоростью, но не таким заметным ускорением. Зато в 33 года у него все еще выносливость в бирюзовой зоне, хорошая агрессия, да и в принципе для атакующего защитника добротные оборонительные скиллы. И в качестве дополнительного донатного навыка у него присутствуют острые навесы, тогда как сами цифры пасов навесом у него составляют 85 пунктов. Складывается ощущение, что как будто бы навесов ему не докрутили, ну по части цифр. Да и в принципе так можно сказать и про всю карточку в целом, и касается это не только конкретно этой версии, да и всех предыдущих появлений тоже в тех же самых командах недели. Почему-то Konami вечно скромничают по части цифр для Карвахаля, но при этом Дани Карвахаль это один из тех игроков, о ком складывается впечатление, что он играет выше своих проставленных цифр, и я более чем уверен, что впечатления от этой модельки будут точно такими же. Поэтому, если у вас фри-то-плейный состав, который нуждается в усилении позиции правого защитника, и если вы фанат атакующих фланговых защитников, то Дани Карвахаль здорово впишется в вашу команду, я более чем уверен. Надеюсь, что после этого ролика у большинства отпадут вопросы о том, как именно можно и стоило бы забирать Карвахаля, и поэтому все, что мне остается, так это просто пожелать вам удачи, ну и, конечно же, приятной игры настолько, насколько это возможно в eFootball. Всем пока!